конце марта Виктор Кислый встретился с игроками в Сан-Франциско и ответил на самые волнующие вопросы. Будет ли переработана артиллерия? Когда исправят балансировщик? Решат ли проблему с картами? Когда ждать ребаланса техники? В этом видео мы собрали самые важные ответы. Всем привет! Мы находимся в североамериканском главном офисе Wargaming в Сан-Франциско, куда мы пригласили игроков и где, что самое важное, находится Виктор собственной персоной. Привет, Виктор, рады вас видеть. Взаимно. Привет. Скоро мы начнем отвечать на вопросы игроков. Но для начала давайте обсудим одну острую проблему, чтобы убедиться, что Виктор в откровенном настроении. Итак, непростой вопрос Apache 10.0. Мы отменили его? О нем можно забыть? Что произошло? Знаете, неважно, насколько игра была хороша 6 лет назад. Сегодня в нее играют 150 миллионов игроков. 6 лет назад в ней было примерно 100 танков, а сегодня их уже 400. Создано более 40 карт. Активно развивается киберспортивное направление. Появились кланы, которые проводят сражения на глобальной карте. Люди, игравшие в World of Tanks 6 лет, тоже развивались вместе с игрой. В последний год-полтора мы постоянно думали лишь о том, какой новый контент стоит добавить в игру, и немного забыли о том, какой она была раньше. Забыли, что радовало наших игроков в самом начале. Были проблемы с балансом игры и его более сложной математической моделью. Появились сервера по всему миру, за пределами России, Европы и Америки. В World of Tanks играют в Юго-Восточной Азии, Японии, Корее и Китае, Южной Америке. Все, о чем я сказал чуть раньше, дало нам возможность понять, что нужно уделить больше внимания самой сути игры. Наши игроки говорили об этом все чаще и чаще, но мы ошиблись, не уделив их мнению должного внимания, вовремя не прислушавшись к ним. Подготовка к обновлению Rubicon патчу 10.0 была в самом разгаре, и мы не до конца вняли призывам игроков, кричавших о наболевшем на форумах и видеоблогах. Но потом мы поняли, что что-то пошло не так. Совсем не так. Мы бросились решать проблему, привлекли к этому лучших сотрудников, включая 2 создателей игры, которые привели ее к успеху в самые первые годы. Мы анализировали и просматривали данные, встречались с игроками и видеоблогерами, и, о боже, картина получалась так себе. Перед нами стоял выбор – продолжать притворяться, что ничего не происходит, или принять тот факт, что мы прокололись. Мы выбрали второе. Мы признали это. Я стал перед камерой и сказал: «Простите нас, мы напортачили. Мы все отменяем и откладываем. Мы отменяем Rubicon. Вместо этого мы вернемся назад, выясним, что не так с игрой, и теперь сделаем все как надо». Вот так все и случилось. Мы сразу провели ряд важных перестановок в руководстве разработки мира танков. Да, некоторым сотрудникам пришлось покинуть компанию, но на их место пришли новые классные специалисты. Патч 9.14 наглядно показал, что мы развернули наш огромный корабль в нужном игрокам направлении и продолжим двигаться верным курсом. Теперь комментарии игроков будут иметь большее влияние на нашу стратегию. Да, мы это уже говорили. Все компании говорят: мы прислушиваемся к нашим игрокам. Но для этого нужны специальные процессы, особое внимание, время, люди, которые действительно слушают игроков и делают то, о чем они просят. Совместными усилиями получилось создать обновление 9.14, которое высоко оценили игроки. И это только начало. Чтобы сделать игроков счастливыми, компания продолжит искать лучших специалистов по всему миру. Виктор рассказал о кадровых изменениях, которые улучшат игру и помогут избежать подобных ошибок в будущем. Во-первых, над проектом снова работают Слава Макаров и Сергей Буркатовский, которые стоят у истоков World of Tanks и сделали те самые танки, которые нравились всем. Во-вторых, к команде присоединились западные профессионалы.
Дэйн Лимон из США, который до этого работал в Activision над проектами Call of Duty и Destiny, стал главой разработки World of Tanks. А лидером минской студии назначили Нила Петти, бывшего подводника и опытного управленца из Британии. Похоже, физика в 9.14 была принята очень хорошо. Изменения понравились всем. И в частности здесь, в Северной Америке. После выхода патча игроки надели наушники и стали восторженно слушать новые звуки, которые получились действительно прекрасными. Безусловно, 9.14 — это только начало. Мы запланировали множество изменений в патчах 9.15, 9.16, 9.17 и так далее. Список изменений на этот раз состоит из пожеланий игроков, озвученных на форумах и встречах вроде этой. Наши комьюнити-менеджеры постоянно проводят опросы. Ничего кардинально нового в следующем обновлении не будет, и я объясню почему. Мы точно переработаем 10 старых премиум-танков, которые были недостаточно хороши, игра на которых недостаточно комфортна. Игроки возмущались. Как так? Вы продаете танки, которые совершенно не оправдывают свою стоимость. Я видел список, и я согласен с тем, что танки для доработки выбраны верно. Они нуждаются в улучшении. Кроме того, в следующем обновлении из игры навсегда уберут режим «Бой до последнего». Но некоторые механики этого режима могут вернуться в игру в будущем. Самое важное, что нам необходимо перед этим выполнить — подумать над переработкой баланса. И это будет огромный проект. Кстати, мы уже работаем над ним. Сейчас я вам объясню, как и что мы сделаем. На данный момент есть 400 танков, более 40 карт, игроки со стажем более 6 лет и так далее. Однако мы используем немного устаревшую методологию баланса, матчмейкинга и премиум танков. Она была разработана давно, еще к самому запуску игры. Виктор подчеркнул, что задача полномасштабного ребаланса — перевести игру на новый уровень, внести в нее больше разнообразия, чтобы геймплей на каждом типе техники разных наций отличался и был уникальным. Перебалансировка должна быть кардинальной. Танки, нации, типы, их использование, дальность стрельбы, скорость танка и поворота башни. Естественно, новая физика сыграет свою роль, ведь она по умолчанию меняет геймплей. До этого мы следовали неверной концепции. Игрокам не нравится матчмейкинг? Пофиксим его. Не нравится карта? Уберем ее. Поэтому перед переработкой баланса мы тщательно и не спеша вникнем в детали, обдумаем их, и только потом аккуратно внесем изменения так, чтобы они ничего не поломали в общей системе игры. С нетерпением ждем этого. Итак, у кого есть вопросы? Я ненавижу арту. Все мои друзья, например, Акула Ви, тоже. Вы можете ее как-то изменить? Понял вас. Артиллерию ненавидят все, кроме игроков, которые ее выбирают. Я люблю артиллерию. Как и в любой экосистеме, мы не можем просто так удалить один элемент. Это может все нарушить. Артиллерия — отдельный тип техники в World of Tanks со своим назначением. Да, сейчас она очень мощная, на ней легко играть, но мы собираемся перебалансировать ее. Будем ослаблять ее или усиливать, если понадобится, в рамках переработки общего баланса, учитывая изменения карт, других типов техники, дальности стрельбы, балансировщика и так далее. Что вы думаете о текущем наборе и дизайне карт? Какие изменения стоит ожидать в будущем? Карты — тоже часть экосистемы, и это, пожалуй, самый сложный момент. Битва проходит на нескольких квадратных километрах и длится минут 15. И 30 разъяренных мужчин и женщин, по большей части мужчин, пытаются уничтожить друг друга разными типами техники на этих картах. Как можно исправить проблемы балансировщика с уровнями и типами техники? По образованию я физик и немного разбираюсь в математике, статистике, физике. Работы над балансировщиком ведутся как часть общей перебалансировки, и балансировщик является частью этой системы.
Мы пытались найти решение, но нельзя просто так сделать бои с уровнем техники плюс-минус 1 или взводы одного уровня. Это вроде бы хорошая идея, но нам нужно посмотреть, как они работают, в том числе с учетом перебалансировки классов техники. Как можно уменьшить количество гриффинга в случайных боях? Мы понимаем, что люди стали чаще использовать нецензурную лексику, потому что они чаще стали расстраиваться. Поэтому мы и хотим провести перебалансировку и вернуть ту игру, которую любят все. Интересно, то есть их злость появляется из-за разочарованности в В игре? том числе. Что вы думаете насчет введения системы положительных отзывов, чтобы была не только система жалоб, как сейчас? Да, вы правы, это очень хороший вопрос, и ответ на него будет коротким. Мы должны ее ввести. Вы сможете просто кликнуть по имени игрока и послать ему благодарность, похвалить его. Это похоже на систему динамических взводов, когда вы можете пригласить любого игрока из своей команды во взвод, и там можете говорить ему что угодно, хорошее или плохое. Но теперь это будет налажено по типу системы лайков в Фейсбуке. Вопрос с одобрением решить легко. Я внесу это в список, и мы это реализуем. Если бы мы это записывали, то смогли бы поймать вас на «подождите, ведь мы записываем». Это будет замечательно. Отличный пример того, как прислушиваются к мнению игроков. Все было сказано. Мы можем это сделать. Мы это сделаем. Он так и сказал. Да-да. Если смотреть на то, что ждет танки в течение года, больше всего меня волнует перебалансировка. То, что мы коренным образом изменим баланс всего, самой экосистемы игры. Не могу дождаться, когда мы все закончим. Я знаю, что будет с World of Tanks в этом году, и я очень этому рад. Но если бы хотели донести какую-то мысль до игроков, которые пришли навстречу или будут смотреть видео, то что бы вы хотели сказать им про Wargaming? Конечно, я счастлив быть там, где я сейчас, и очень рад за Wargaming. Да, у нас случаются взлеты и падения, у нас возникают проблемы, как, например, с Рубиконом, и мы понимаем, почему некоторые игроки очень недовольны. Но если говорить в общем, я очень рад быть частью компании, которая делает игры. Я люблю эти игры. Стратегии, военные игры, тактические игры, командные игры. Я счастлив, что могу играть в них и создавать на них бизнес. Виктор рассказал, что в компании осознали главную свою ошибку — игнорирование желаний игроков. Теперь игроки для Wargaming — это не просто покупатели, а часть игры, такая же важная, как техника, карты, физика. У сотрудников компании появилась общая мотивация. И это выражается в очень простой фразе. Всего 2 слова. Счастливый игрок. Если посмотреть философски на то, что мы делаем в Wargaming, можно сказать, что мы немного волшебники, которые в правильных для игроков пропорциях сочетают игровые испытания и счастье от их прохождения. Любое предположение обязательно нужно проверить, удостовериться, что игрокам идея действительно понравится, и только потом применять ее на практике. Фраза «счастливый игрок» стала нашей мантрой. Разбудите меня или любого из наших 4000 сотрудников ранним утром и спросите, чем мы занимаемся. Мы ответим, что делаем игроков счастливее. Замечательный ответ. На этом наше время истекло. Спасибо всем, кто пришел к нам в студию, и всем, кто смог посмотреть видео. А также спасибо Виктору за то, что был сегодня с нами. Большое спасибо. Счастливые игроки. Вот что значит Wargaming.